Есть ли жизнь после смерти? Что говорят биологи, физики и философы? Что будет с нами, когда наш организм перестанет функционировать? Неужели все наши мысли, желания и такой драгоценный жизненный опыт потухнут навсегда, как свеча? Этот вопрос волновал человечество на протяжении всего его существования. И человечество находило ответы в религиозных писаниях. Людям нужно во что-то верить. Жизнь настолько короткая и опасная, что приходится верить в то, что будет после нее. Это дает надежду. Но есть еще такие люди, как ученые. Мы собрали самые потрясающие и будоражащие воображение гипотезы, которые не имеют никакого отношения к религии и основаны чисто на научных предположениях. Будет интересно. Вы на канале «Замечательная жизнь». Мы начинаем. Впервые на вопрос про жизнь после смерти попыталась дать ответ религия. Все мы знаем мифы, легенды и сказания о загробной жизни. Некоторые воспринимаются сейчас не более чем сказки, другие же религиозные толкования имеют ценность и вес по сей день. Люди просто верят, и ничего с этим не поделаешь. И это стоит отметить нормально, поскольку вера сама по себе – это хорошо и полезно для психики любого человека. Однако все мы разные, и есть такие люди, которым недостаточно того, что говорит религия. Они не готовы принять на веру то, что говорят священные книги и провидцы. А с другой стороны, они не готовы принять то, что после смерти все заканчивается и не имеет никакого остаточного эффекта, как говорят ученые. Вопрос эти люди ставят по-другому. Предположим, что-то после смерти есть. И если что-то есть, то как это можно объяснить с точки зрения науки и мироздания, не привлекая религиозные выдумки? Эти замечательные и интересные люди, ученые всех мастей, физики, биологи и психологи. Их мы и послушаем. О том, что думаешь ты, напиши в комментариях, обсудим. В наше время наука движется семимильными шагами. Проводятся эксперименты, которые ранее просто не были возможны из-за недостатка знаний или специального оборудования. Но сейчас, в наше время, много становится возможным и реальным. Итак, что же нам говорят физики? Физики – это такие люди, которые ни перед чем не останавливаются и копают до конца, основывая свои доводы на научных доказательствах. Физики неоднократно тему жизни после смерти поднимали приверженцы физических законов мироздания. Однако им картина бессмертия души видится совсем по-другому. Дело тут в том, что физики, особенно квантовые, все ближе подбираются к доказательству теории, что время во Вселенной нелинейно, то есть прошлое, настоящее и будущее существуют одновременно. Человек может воспринимать реальность только в 3 измерениях, поэтому ему ощущение, что все существует сразу, просто недоступно. Согласитесь, как можно поверить, что все находится одномоментно в одной точке? Невероятно! Проще говоря, физики утверждают, что никогда не было ни начала, ни конца времен, а Вселенная существовала всегда, и до, и после Большого Взрыва. Вернее, не Вселенная, а целая плеяда различных вселенных, которые создают и поглощают сами себя. Таким образом можно сказать, что все когда-то уже было, и это же самое будет вновь. Мы никогда не умираем, потому что все циклично. То есть, стремясь за вечным, мы уже находимся в вечности, и то, что происходит, никогда не начиналось и никогда не закончится. Есть даже потрясающая гипотеза о том, что, умирая, мы возрождаемся в более молодой версии Вселенной, где в точности повторяем свою жизнь. Стоит отметить, что это немного обидно, ведь есть люди, которые всю свою жизнь мучились. Неужели они вынуждены повторять все это бесконечно? Может быть и да, а может быть и нет. Пока ответов на эти вопросы нет. Мы можем многое понять о нашем происхождении и бытие в целом, как только будет доказана теория мультивселенных. А до этого момента нам остается только принять версию ученых-физиков или посмотреть на версии других ученых. А что нам про вечную жизнь говорят философы? Именно философы больше рассуждают на тему бытия. Философами написано в сотни раз больше книг, чем теми же богословами, создающими религиозные книги. И иногда мысли философов по-настоящему интересны, а иногда они уходят в такие дебри, что понять их становится крайне сложно, и одни философы начинают спор с другими философами, чем загоняют эту тему вообще во мрак. Но мы обратимся к философам сегодняшним. Вопрос ставится прямо и перебрасывает к религии. Если нет ада, рая, реинкарнации или вселенского хранилища душ, то что тогда есть? Просто темнота. Просто темнота никого и никогда не устраивала. Человек всегда хотел либо справедливости, Божьего суда, либо хоть какого-то логического объяснения своего существования. Зачем тогда все это, если ничего нет? Ведь каждый хочет найти смысл, должен же быть смысл.
Например, один из философов нынешнего времени Юваль Ной Харари в одной из своих книг говорит о том, что разум – это побочный эффект, подобный реву самолета. То есть по факту рев есть, но сам эффект рева совершенно бесполезен в природе вещей. Так и с разумом, мы могли бы спокойно жить и без осознания собственного «я». Что-то наподобие автономных механизмов. Тупая такая биомасса. Животные, к примеру, не боятся смерти, потому что не думают о ней. Они не знают, что существует смерть и живут строго по инстинктам. А вот человеку этого мало, недостаточно. Человек со своим разумом вечно пытается заполнить этот пробел. От этого он выдумал религию и все прочие теории. Сам Юваль Харари атеист, но даже он допускает мысль, что если что-то и есть, то это что-то далеко не такое, как мы себе представляем. Все потому, что оттуда никто еще не возвращался. А верить мифам и легендам и событиям, которые якобы происходили тысячи лет назад, это все равно, что верить, что завтра прилетят пришельцы и подарят тебе $1 миллион. Или даже 2. Но все же философы постоянно пытаются сопоставить научные открытия с некими новыми доказательствами жизни после смерти. Например, в последнее время популярна теория о Вселенском банке данных. Да, в наше время человека частенько сравнивают с компьютером. И достаточно часто приходится встречаться с теорией матрицы. Скажем больше, на просторах Ютуба есть видео даже с доказательствами. Главная идея этой теории в том, что вся память и опыт живого существа сохраняется и хранится в каком-то огромном хранилище. Нет, люди там не могут видеть своих родственников и общаться. Они просто хранятся там в законсервированном виде для каких-то непонятных целей. То есть мы все-таки умираем, но ни в коем случае не исчезаем насовсем. Кто-то разглядит в этой теории религиозные нотки и параллели со священными книгами или буддийским учением, но главное отличие в том, что тому, кто все это создал, совершенно все равно, плохой человек был или хороший. Месяц он прожил или 100 лет, все это не имеет никакого значения. Значение имеет лишь накопление данных, опыта, которое получает любое живое существо при жизни. И тут встает главный философский вопрос. А зачем создателю все это? И есть ли у всего этого создатель? Объясняется это довольно просто. Природа не терпит пустоты. Если теория банка данных верна, то получается, что можно воскресить любое живое существо, которое когда-либо жило во Вселенной и получало опыт. Философы копают глубже и даже логически объясняют, что такой системе и создатель не нужен. Он может быть, а может не быть. Это во всеобщей системе мироздания вообще ничего не меняет. Опыт получает даже неживое существо, например, искусственный интеллект, камень у дороги или цветочек в поле, ведь опыт – это понятие абстрактное. А это значит, что даже роботы в будущем могут попасть в это хранилище опыта. Вот такие вот философские закидоны. Биологи тоже предлагают интересное видение. Вот кто точно всегда скептически относился к внетелесному опыту и существованию сознания вне тела, так это они. Но удивительные открытия последних лет заставляют засомневаться в ранее сделанных выводах по поводу того, что вообще из себя представляет сознание. Иногда случается так, что организм полностью перестает функционировать, а мозг какое-то время продолжает жить. Мы делали отдельный обзор про эту ситуацию, посмотрите, очень интересно. Так вот, в этот самый момент мозг начинает в бешеном темпе вырабатывать норадреналин, дофамин и эндорфин. Создается впечатление, что человек в это время, если его «я» еще существует, видит что-то невероятное и потрясающее. Проще говоря, мозг испытывает радость от того, что все закончилось. Запомним этот факт. К нему мы еще вернемся. Внетелесный опыт. Когда человек видит себя со стороны, ученые объясняют недостатком кислорода в мозге. Этот удивительный эффект уже не раз воспроизводился в условиях контролируемого опыта. Человек и вправду ощущает, будто он парит над телом. Вот только прочитать большие листки с буквами, которые ученые развесили по всей комнате, или разглядеть, что на пол пролили зеленую краску, человек не мог. Люди обычно говорят, что просто парили и видели себя. Но вот точное окружение комнаты во время внетелесного опыта или хотя бы небольшие детали, которые точно бы доказали выход души из тела, еще не удалось описать никому. Так и выходит, эффект парения есть, а на деле это игры разума мозга. Таким же образом объясняется эффект, вся жизнь перед глазами и яркий туннель, все это яркая игра воображения при умирающем мозге. Нейроны в мозге начинают отмирать и напоследок дают мозгу мощный сигнал, поэтому человек довольно часто вспоминает яркие моменты жизни. Все эти наблюдения были сделаны на людях, которые вернулись с того света. Находились они там не более 5 минут, иначе бы назад не вернулись. Но есть один любопытный факт, который интересует биологов больше всего. В момент умирания фиксируется очень большой выброс энергии, который невозможно объяснить научно, тот самый всплеск дофамина. Вроде бы организм и мозг должны делать все, чтобы больше задержаться на этой земле, но вместо этого мозг начинает безудержное веселье, словно рад такому исходу событий.
Кто-то из ученых выдвинул теорию, что во время этого процесса сознание перезаписывается на какой-то другой носитель. Все происходит за считанные секунды, как только мозг понимает, что ему конец. То есть неважно, как человек умирал, моментально или длительные часы. Природой словно предусмотрена эта перезапись в любых, даже самых экстремальных условиях. И здесь некоторые специалисты делают вывод, что существование сознания после смерти вполне может оказаться научным фактом. С каждым годом мы подбираемся к этой тайне все ближе. Осталось только доказать, что перезапись существует и сигнал действительно передается куда-то. Некоторые ученые говорят, что это вопрос времени. И напоследок хочется вспомнить одного очень гениального ученого, которого мы все очень хорошо знаем. Это Константин Циолковский. Он пытался выдвинуть теорию всеобщего воскрешения. Вот только он не сумел объяснить, зачем это вообще нужно, но если такая мысль вообще возникла в сознании, значит все же кому-нибудь и нужно. Этот ученый верил, что когда-нибудь наука достигнет таких высот, что можно будет вытащить из небытия любое когда-либо живущее на Земле существо. Философы могут зайти в такой темный лес, что простому человеку даже не снилось. А как известно, мозг не любит сложных теорий и заумных ответов. Он стремится к простоте, иначе он бы тратил всю энергию на поиск истины и осознание сложности бытия. Именно поэтому людям проще воспринять книгу, которая коротко и понятно даст им хоть какие-то ответы. Будь то научный труд или священный гримуар. Но всегда найдутся и пытливые умы, которым эти ответы не интересны. А мы с удовольствием будем прислушиваться к их теориям, ведь это очень интересно. И жизнь становится еще замечательней. Спасибо большое за то, что досмотрели этот выпуск до конца. Благодаря тебе наш канал и развивается. Заходи почаще, смотри новые обзоры, оставляй комментарии и делись этой полезной информацией с друзьями и близкими. Ну а мы на этом не прощаемся. До скорых встреч!